Всем привет, меня зовут Богдан. Наша компания занимается поставкой спецтехники из Японии вот уже 12 лет. У нас возникла идея снять такое видео о выборе мини-экскаватора. Любая покупка техники начинается с просмотра объявлений. На что я рекомендую обратить внимание при просмотре объявлений и на что внимание обращать не стоит. Обратить внимание в первую очередь на модель. Очень много сейчас стало манипуляций с моделями, да, то есть техника не является такой, какую ее пытаются продать. То есть это модель, к примеру, там Sumitomo, Ихи, еще какой-то бренд незнакомый, не так раскрученный, как Komatsu и Hitachi, да, к примеру. На него клеятся наклейки, более именитых брендов. Поэтому при просмотре объявлений никогда не торопитесь, прям кидаться, увидели объявление и все, надо срочно ехать покупать. Нет, лучше уделите достаточное время просмотру, и отсеять лишние объявления. Внизу под описанием видео будет ссылочка на каталог спецтехники. По этой ссылочке вы можете проверить, то есть сравнить ту модель экскаватора, которую выставил продавец, да, и хотя бы посмотреть, сравнить год выпуска, характеристики. И просто советую, вот модель экскаватора вам какая-то понравилась, к примеру, там Hitachi ZX30. Введите просто в Яндексе или там в любом поисковике, в Гугле модель Hitachi ZX30 и посмотрите просто визуально, как эта модель выглядит. Потому что бывают и более старые экскаваторы продают, завышают, омолаживают их, грубо говоря. То есть модель делают, которая уже выпускалась позже. Так и вообще техника, которая Hitachi, к примеру, или Komatsu, Caterpillar не имеет отношения, да, и клеят наклейки и пытаются продать под видом именитого бренда. Я не говорю, что эта техника хуже, она точно такая же японская, она хорошая, но тем не менее вы просто переплачиваете за бренд и вас вводят в заблуждение. Поэтому, когда при поиске экскаватора, при подборе, при просмотре объявлений, обратите на это внимание, именно посмотрите по модели, не торопитесь, посмотрите по каталогу, по характеристикам, год выпуска, еще какие-то там спецификации. Hitachi вообще очень любимая марка нечестных на руку продавцов. То есть практически любой экскаватор не такой именитый становится у нас, красится в цвета, именно в оранжевый цвет, как у Hitachi. И клеятся наклейки Hitachi и продается по завышенной цене. Бывает такое, что экскаватор Mitsubishi красится в цвета Caterpillar и вешается наклейки CAT. Далее, на что не стоит обращать внимание при просмотре объявлений. Ни в коем случае не обращайте внимания на год. Год, никто не пишет настоящий год техники. Так сложилось у нас на Дальнем Востоке, что единственный у нас, крупный такой сайт Drom.ru, они решили с этим особо не заморачиваться, хотя я неоднократно предлагал им свою помощь и просто просил их навести порядок с годами. Им гораздо интереснее получить 500 рублей за объявление и дальше сами разбирайтесь. То есть, почему так происходит, немножко объясню. Нет у нас 2015 года выпуска экскаваторов, это может 1% из 100. А вся техника, которая продается у нас сейчас на рынке, это техника 90-х, либо начала 2000-х годов. Поэтому примите это, живите с этим. 2015 года экскаватор за 1 000 000 рублей вы не купите и купить не сможете никак. Несколько лет назад появилось несколько продавцов, которые начали писать, да, там 2015 год, 2017 год и так далее. Когда человек смотрит объявление, да, он видит два одинаковых экскаватора по одинаковой цене, но один 96 года, другой 2015 года. Понятное дело, что звонить он будет по тому экскаватору, который 2015 года. И продавец там будет пяткой себя в грудь бить, что он действительно 2015 года. Поэтому даже те, кто раньше писал честные года, им просто, они вынуждены сейчас также писать 15 год, собственно, как и мы делаем. Но я лично всем всегда объясняю насчет настоящего года выпуска, да. Пытаюсь это до людей донести. Но такой казус присутствует, поэтому на год выпуска внимания вы не обращайте. Это опять же примерный год выпуска вы можете узнать из каталога, который будет ссылочка ниже. Далее на моточасы тоже не смотрите, просто я смотрю по объявлениям, мотают безбожно. И дальше я просто расскажу уже
непосредственно на технике, куда смотреть, на какие узлы и агрегаты, чтобы понять настоящую наработку этого экскаватора, то есть не обращая на счетчик моточасов внимания. Когда вы звоните продавцу и предупреждаете о том, что вы приедете, предлагаю вам немного схитрить, если у продавца несколько экскаваторов, сказать, что вы едете по другому экскаватору, который вас не интересует. Да? Для чего это нужно делать? Есть такая хитрость. Если двигатель уже достаточно выработал свой ресурс и у него компрессии нет, когда вы предупреждаете продавца о том, что вы сейчас приедете по конкретному экскаватору, да, он берет, заводит экскаватор, хватает буквально там 10 секунд поработать экскаватору, и в ближайшие 2-3 часа он будет заводиться с полоборота. При просмотре экскаватора желательно, а лучше обязательно увидеть именно его первый запуск за сегодня, то есть на сегодняшний день первый запуск. От того, как он заведется, будет понятно уже состояние самого дизеля, самого мотора. Потому что при первом запуске, если он заводится вдогоночку, да, долго крутится, соответственно уже компрессии нет, дизель не тот, и долго такая техника уже вам не прослужит. У экскаватора 4 дорогостоящие вещи. Это сам мотор дизельный, ориентировочная стоимость, наверное, от 150 тысяч рублей. Дальше идет гидронасос, да, это гидросистема. Ну, тут в зависимости от типа насоса, ну, опять же, где-то от 60 до 250 тысяч рублей насос стоит. Далее, опорный подшипник. Тоже обращаем на него внимание. Я сейчас покажу отдельно, как проверить опорный подшипник. И четвертое, это гидромоторы хода. Тоже достаточно дорогостоящая вещь. Каждый из них стоит порядка 120 тысяч рублей. То есть, если их сломается два, соответственно, 240 тысяч рублей. Все остальное в экскаваторе, оно уже гораздо дешевле стоит и гораздо проще найти и поменять. То есть, вот на эти 4 вещи надо всегда обратить особенное внимание. Ну что, теории, я думаю, достаточно. Давайте перейдем от теории к практике. Я уже покажу непосредственно на экскаваторе, на какие узлы и механизмы смотреть, куда заглянуть, ну и так далее. Покажу уже на деле. Покажу вам на примере вот этого мотора. Это старенькая Kubota, начала 90-х годов. Почему? Потому что здесь двигатель видно, да, то есть на свежих экскаваторах уже капот маленький, там в принципе разглядеть ничего нельзя. Однозначно смотрим, чтобы мотор не кипел, да, то есть, чтобы не было пузырьков с радиатора. Это можно вытащить трубку с расширительного бачка. Лучше даже с собой бутылочку воды, так будет, лучше смотреть, удобнее. Вот эту трубочку засовываете в бутылку и смотрите на наличие пузырьков, чтобы двигатель не был закипевший. Еще хочу обратить внимание, очень многие допускают ошибку, кто не сталкивался именно с моторами экскаваторными. Когда хотят посмотреть газы, вытаскивают щуп и смотрят туда глазами. Смотрите, тут такая особенность. Здесь нет трубки, да, как в легковых автомобилях, да, которая... То есть тут, если мы посветим фонариком, непосредственно видно коленвал. И масло от коленвала будет разбрызгиваться. И очень часто, я не успеваю людей об этом предупредить, они вытаскивают, особенно в белой футболке, и вот так их окатывают маслом. Даже когда мотор не сапунит, да, то есть все равно масло будет через щуп кидать. Поэтому обратите на это внимание, либо аккуратненько вот так подвытащить и посмотреть, а лучше все-таки смотреть на газы, открывая маслозаливную горловину. Она обычно у экскаваторов их две, одна сверху, когда нет возможности долезть сверху, еще здесь вот на насосе тоже всегда есть маслозаливная горловина, поэтому лучше смотрите газы там. По моторам, что еще хотелось бы сказать. В принципе, все моторы на японских экскаваторах, они достаточно надежные. И если вам экземпляр попадется с небольшой наработкой, любой мотор, он работать будет у вас. То есть есть какие-то моторы, конечно, чуть понадежнее, есть менее надежнее. Но, тем не менее, если в хорошем состоянии, и если вы за ним следите, вовремя меняете масло и фильтра, работать он будет много лет, вас радовать. Есть некоторые нюансы по куботовским моторам, именно которые они стоят на экскаваторах Kubota, соответственно, на Hitachi бывают, еще на нескольких марках на Ханиксах попадаются. То есть они обычно вот в такой зелененький цвет покрашены, их сразу вот по одному цвету уже понятно, что это куботовский мотор. Всегда, когда смотрите такой дизель, обратите внимание на головку блока цилиндров.
То есть, чтобы она была в один цвет с мотором. Если она ржавая, и то есть видно, что она крашена не была, это говорит о том, что головка уже на этом моторе поменена. Это как бы, ну не сказать, что болячка этих моторов, но это такая их особенность. То есть при отсутствии антифриза в системе очень быстро выходит из строя головка блока цилиндров, она идет трещинами, так как она чугунная, ремонту она не подлежит. И то есть вот если кто-то когда-то антифриз прозевал, головку меняют, но обычно головка не обходится. Такие моторы лучше стороной обходить, потому что ну, все равно мотор закипевший, как правило, потом где-то какие-то косяки вылазят. Поэтому на это обратите внимание, чтобы она была, вот видите, как здесь, в один цвет, то есть с клапанной крышкой и с блоком цилиндров. Она в один цвет покрашена. Многие очень гонятся вот на трехтонных экскаваторах, чтобы был четырехцилиндровый мотор. Сразу вам говорю, нет смысла. Ничем он не лучше, не хуже мотор. То есть трехцилиндровый, разница будет чуть-чуть. То есть четырехцилиндровый он чуть-чуть поровнее работает, более мягенько. Трехцилиндровый его ну, так чуть-чуть подколбашивает. Но мы понимаем, что японцы не дураки, они знают, что ставить и знают, что делают. То есть прям гнаться за четырехцилиндровыми ну, я бы не стал. То есть просто выбирайте по состоянию. Не по количеству цилиндров, а именно по состоянию мотора. Да, и еще хотел добавить, пока как бы мы смотрим под капотом, сразу обратите внимание на гидравлический насос. То есть как-то масло с него бежать, как многие смотрят, сухой он, не сухой. Ну, даже мертвый насос, как правило, он сухой, с него масло не начинает бежать. Просто обратите внимание, внимательно осмотрите его, чтобы не было просто следов вмешательств. То есть, чтобы краска на болтиках не была сорвана, сами болтики не были кручены. То есть, если в насос уже лазили, я бы, наверное, воздержался от покупки данного экскаватора, потому что насосы очень ресурсные. Что шестеренчатые, что аксиально-поршневые, они достаточно ресурсные. И до наработки в 10 тысяч моточасов в них лазить ну, не требуется. Поэтому если вы смотрите экскаватор и там уже явные следы того, что там кто-то ковырялся, ну, я бы не рекомендовал такой экскаватор к покупке. Хотел рассказать еще об одной особенности дизельных двигателей на экскаваторах. Дизельные моторы марки Yanmar и Komatsu, они не имеют свечей накала. У них стоит просто спиралька на впуске, ну, где-то в этом районе, да, вот оно, вот контакт. Спираль стоит на впуске. И в чем их не особенность? До минус 10 градусов они заводятся без накала спокойно, как будто они были прогреты. То есть тут вот не надо, потому что некоторые люди увидели янмаровский или коматсовский мотор, как он заводится, и потом, когда дизель куботовский или исудзовский вот так с полоборота не заводится, они думают, что мотор уже как бы достаточно отжатый. Это не так, это просто техническая их особенность, да? То есть моторы Kubota и Isuzu, они накал очень любят, без разницы в каком они состоянии, без накала они не заведутся. Тогда как Yanmar и Komatsu заводятся всегда без накала до минус 10 спокойно. После минус 10 уже, да, спиральку иногда надо прогреть, чтобы его завести. Ну а двигателя давайте уже перейдем непосредственно к самой гидравлической системе экскаватора. Это точно такая же важная часть, это ну, основная часть экскаватора, это гидравлика, да? То, что движет его, приводит в движение. Все очень любят эту тему, как отжимается экскаватор. Отжиматься на холостых, на одном рычаге и так далее. Ну, что бы рекомендовал. То есть разворачивайтесь, отжимайтесь сначала на отвале, а потом пробуйте отжаться на стреле. Одним рычагом, как правило, у вас экскаватор не отожмется. И если отожмется, я это больше отношу к неправильной настройке редукционного клапана, что он сильно затянут. Так не должно быть. Вот именно на таких экскаваторах, где такие настройки, как правило, и ломают стрелы. Поэтому смотрите, сами будете отжиматься. В идеале, когда экскаватор на двух операциях, то есть при отжатом отвале, я сейчас это продемонстрирую, покажу. При отжатом отвале отжиматься на двух операциях, то есть это опускание стрелы вниз и отведение рукояти от себя, да? То есть на двух операциях он на холостых оборотах должен делать это легко и непринужденно, то есть без какого-то надрыва. Бывают экскаваторы, конечно, и на одном рычаге отжимаются. Ну, это есть модели вот Yanmar, к примеру, B-серия, B33, B35, там, ну и так далее. Есть модели экскаваторов, которые действительно отжимаются.
это для них нормально. Но тут я не буду углубляться, потому что моделей очень много, и про каждую рассказывать смысла нет. Я расскажу как бы так, усредненно немного. Стрелы ломают на японских экскаваторах очень редко, крайне редко это попадается, сломанная стрела. Но, тем не менее, лучше внимательно стрелу осмотреть, именно по шву, чтобы он везде был заводской, чтобы не было видно следов шпаклевки, да. Штака обязательно осмотрите на наличие повреждений, потому как если будут сильные повреждения на штоке, это будет постоянно рвать вам манжеты, и вы будете постоянно просто менять манжеты, и цилиндр будет у вас постоянно течь. То есть все цилиндры осмотрите. Что касается пальцев, это такой краеугольный вопрос, прям пальцы. Вот эти, скажем так, горе-продавцы, да, или там жулики их назовем, они приучили покупателей. Раньше вот экскаватор с наработкой 2000 моточасов, мы никогда в жизни не задумались о замене пальцев, потому что люфты, да, присутствуют, но они, во-первых, допустимы, и то, что стоят японские пальцы и втулки, они прослужат гораздо дольше того, что мы здесь можем купить и поставить, да, потому что японского здесь не продается, это китайские, да, либо точить из качественной стали, но опять же это будет служить меньше, чем родное японское. И вот эти продавцы приучили к чему? Как делается? Берется экскаватор, когда он с большой наработкой и стрела уже вся разболтана, да, делается по-русски, палец выбивается, сварка чуть-чуть наваривается, забивается кувалдой, все, люфтов нет. Все идеально, но через 10 минут работы на этом экскаваторе вы уже понимаете, что вас жестоко обманули. Поэтому внимательно осмотрите также на пальцы, чтобы не было видно следов сварки, ударов кувалды, что пальцы не мятые. Хотя бы визуально осмотрите, и в принципе там будет все понятно. То есть когда вы будете смотреть, также смотрите, чтобы стрела не болталась, сильно не болталась. Итак, сейчас я покажу на этом экскаваторе, как надо отжиматься, как я считаю правильным отжиматься. А вы смотрите. Также при проверке экскаватора, когда вы уже сядете непосредственно за рычаги, либо сядет продавец, если вы сами не понимаете, попробуйте там 3 операции одновременно, то есть это поднять рукоять от себя и ковш подвернуть или завернуть. То есть посмотрите, чтобы экскаватор выполнял без проблем эти функции вместе, чтобы не чувствовалась нагрузка на дизель. Вывозит ли сам мотор тройную операцию и делается ли она вообще. Экскаватор чуть-чуть пошевелить, чуть-чуть на нем поработать, покататься, поездить, помахать стрелой, покрутиться, чтобы было общее понимание. Во-первых, экскаватор, конечно, гидравлику за такое время вы прогреть не успеете, но тем не менее, как-то хотя бы чуть-чуть попытаться прогреть гидравлику, чтобы понять состояние насоса, потому как если насос подсажен, он на холодную будет работать чуть-чуть пободрее. По мере прогревания экскаватор начинает медленнее работать. Если вы такое почувствовали, тоже рекомендовал бы отказаться от покупки данной техники, потому как насос уже подсажен. После того, как вы отжались, заглушите экскаватор и оставьте его в таком состоянии, чтобы посмотреть, как держит распределитель, как держат поршни гидроцилиндров. То есть просто посмотреть, чтобы он не опускался. Это тоже достаточно немаловажный фактор. Может, конечно, если он опускается, это будет просто колечки рассохлись в самом цилиндре. Вы всегда можете попросить продавца поменять их, чтобы убедиться в этом. Это не стоит огромных денег, но это убережет вас от трат, если проблема в самом распределителе. Там уже копейкой не обойдешься. Поэтому лучше на это сразу обратить внимание, а не узнать, когда вы уже приедете домой.
когда вы оставили экскаватор в таком состоянии, предлагаю вам заняться осмотром ходовой части, то есть нижней части экскаватора. Это такие как гусеницы, звезды, катки опорные и так далее. Что еще хочу обратить внимание, когда вы будете осматривать ходовую часть, это делать желательно вот в таком поднятом состоянии, когда экскаватор поднят, да, над землей, и обязательно, чтобы на месте оператора никого не было. Обратите на это внимание, даже когда экскаватор заглушен, некоторых рычагов он будет слушаться. Это такой как рычаг отвала, если кто-то заденет, вы можете остаться без пальцев, поэтому обязательно попросите, чтобы отсюда человек ушел. Не надо совать сюда пальцы, когда кто-то сидит на сидении там. Еще небольшой совет: всегда берите с собой рабочие перчатки на осмотр экскаватора, это вам понадобится однозначно. Что смотреть в ходовой части? Во-первых, никогда не пренебрегайте осмотром ходовой части, она, как и все остальное, расскажет вам о настоящей наработке экскаватора. Основной спрос на экскаваторы — это трехтонные, так называемые тридцатки экскаваторы, да? Как быстро начинает умирать ходовка, на каком пробеге. То есть вот катки опорные, обратите внимание на них. Как правило, к наработке 3000, 3,5 начинает 1-2 каточка умирать. Вот из них обычно 8 по 4 с каждой стороны стоит. И когда вы приходите смотреть экскаватор, там наработка 2000 часов, и катки разбиты, либо уже частично вы видите, они поменены, стоят новые, то есть однозначно наработка скручена. Как проверять катки? Катки опорные, они должны крутиться достаточно туго, упруго, но без потрескиваний, перещелкиваний. Они не должны крутиться от одного вашего движения, ну, то есть они должны быть тугими, но так, что вы можете их провернуть, да, и нет никаких стуков, потрескиваний, закусываний и так далее. Вот все с каждой стороны их, каждый обязательно проверьте. То есть, ну, во-первых, стоимость, каждый каток стоит, ну, в пределах 4-5 тысяч рублей на такой экскаватор. Ну и плюс вы поймете настоящий пробег техники. Далее, что касается звезд. Ну, звезды тут, в принципе, ничего сложного. Просто посмотрите на сточенность зубцов. На металлических гусеницах звезды изнашиваются быстрее. На резиновых гусеницах ходовка живет чуть дольше. Это как бы, ну, уже факт. Далее посмотрите всегда вот на вот эти бортовые. Бортовая одна, ну, так сказать, редуктор хода, да, кто как называет их. Это достаточно дорогостоящая запчасть. Средняя цена на такую бортовую ориентировочно 120 тысяч рублей. Что за бэушную, что за новую китайскую. Поэтому обязательно на них тоже обратите внимание. Если вы видите по кругу запотевание масла, однозначно просите продавца открыть, посмотреть пробку. Во-первых, на наличие масла, если оно, а возможно, если запотевание здесь есть, и оно давно, масло уже попросту вытекло, и бортовая уже работает на износ, там уже есть стружка. Далее просто сравните их, чтобы они выглядели одинаково, правую и левую. Обойдите и посмотрите все надписи, болтики, чтобы просто видно было, что они одинаковые, потому что если одна поменена, это уже тоже говорит о достаточно большой наработке экскаватора. И если одна уже сломалась, вторая, скорее всего, в ближайшее время также потребует замены. Еще по поводу бортовых, как проверить? Когда отожметесь, попросите продавца покрутить гусеницы, просто послушайте, чтобы отсюда не раздавались какие-то посторонние звуки. То есть треск, хруст, этого быть не должно. И далее, когда уже экскаватор спустите на землю, просто покатайтесь на нем взад-вперед прямо. То есть, чтобы экскаватор не поворачивал, то есть, чтобы он ехал прямо, чтобы обе бортовые работали одинаково. Если экскаватор поворачивает, то есть это уже говорит о том, что скорее всего в одной уже есть достаточный износ, и она работает хуже бортовая. Еще советую обратить внимание на отвал. Посмотрите просто на его состояние. Если он весь замятый, да, вмятый вовнутрь, имеет много дефектов, это говорит о том, что экскаватором очень много толкали. А как известно, экскаватор — это не бульдозер, и толкать им тяжелые грунты нельзя. Соответственно, могли пострадать бортовые.
Если отвал весь мятый, это, конечно, не повод прямо отказываться от покупки экскаватора, но это повод больше внимания обратить на бортовые. Лучше попросите продавца показать наличие масла и отсутствие стружки в бортовых. То есть путем откручивания пробочки там сбоку есть. Далее по поводу гусениц. Гусеницы металлические, как проверять? Ну, во-первых, посмотрите на сами втулки, да, то есть чтобы она имела идеально круглую форму, то есть не была заквадрачена, либо овальная, то есть чтобы на ней не было выработки. Дальше гусеницы проверять надо именно на люфт, между втулкой и пальцем. Как это делается? То есть никогда не смотрите вот здесь, не пытайтесь трак покачать здесь, потому что можно гусеницы просто посильнее натянуть, и они даже в достаточно уже выработанном состоянии, они здесь болтаться не будут. Видите, вот она вообще стоит как бы колом. Хотя небольшая выработка на этих гусеницах уже есть. Всегда проверяется на одном месте. Это вот с этой тыльной стороны звезды. Здесь сами зубья не дадут вам натянуть так сильно гусеницу, чтобы она перестала болтаться. Поэтому вот смотрим трак здесь. Видите, вот он, небольшой люфт есть. То есть как бы это ничего критичного, ничего смертельного, но тем не менее небольшая выработка уже есть. Всегда смотрим вот на звезде, проверяем гусеницу металлическую. Вот здесь никогда не натянешь и не обманешь покупателя. Что касается резиновых гусениц. На резиновых гусеницах, сейчас я вам покажу непосредственно на резиновой. Вот я решил показать вам непосредственно на старой гусенице. Это гусеницы, которые мы сняли экскаватора, они требовали замены. Обратите внимание, резиновая гусеница должна быть без трещин, то есть она, чтобы резина была не старая. Чтобы не было, вот обратите внимание, здесь такие металлические переборки есть, траки. Чтобы посмотрите, чтобы по кругу, чтобы они все были на месте, чтобы не было вырванных траков. Потому что такая гусеница служить уже не будет, и она пойдет на выброс однозначно. Чтобы гусеницы, как я уже сказал, не были тресканы, потому как старые рассохшиеся гусеницы тоже при работе, скорее всего, у вас разлезутся. То есть поймите, гусеницы, это как бы плохие гусеницы, это не повод отказываться от покупки экскаватора. Гусеницы это все-таки расходник, но просто чтобы вы видели состояние их и понимали, то есть потребуется ли скорая замена, потому что многие покупают экскаватор с последних денег, да, бывает залазят в долг, и когда на первый день работы рвется гусеница, а гусеница стоит резиновая ориентировочно от 40 тысяч, металлическая от 50 тысяч. Чтобы это не было для вас каким-то шоком и удивлением. То есть вы должны понимать, осознавать их состояние на данный момент. Опять же, это повод попросить хорошую скидку у продавца, если вы увидите где-то косяки. Что еще хочется обратить внимание? Есть такие экскаваторы, обычно это старенькие, это 80-е, 90-е годы экскаваторов. Вот с такой звездой с редким зубом. То есть вы можете посмотреть на звезду, у нее зуб как будто через один, видите, да? Модель такой ходовки, она предназначена только под резиновые гусеницы. То есть, чтобы вы были в курсе, что металл у вас сюда поставить уже не получится. То есть, рассчитывайте, что вы всегда будете привязаны только к резиновым гусеницам. Потому что экономически нецелесообразно здесь ставить металл. Очень много переделок. Это замена звезды, катков и ленивцев. То есть, все это надо менять. Ленивец с натянутыми гусками у вас сильно проверить не получится. Хотя бы минимально вот так пошатать, посмотреть, просто заглянуть туда, состояние самого вала, как бы вы можете. То есть все равно он будет шататься еще в самих направляющих, обратите на это внимание, тут ничего страшного. Именно чтобы на самом валу не было износа. То есть, попробуйте посмотреть, как бы особо, конечно, не получится у вас, но тем не менее, если он разбит сильно, вы это увидите однозначно. Как проверять опорный подшипник? Я лично делаю это вот так. Сначала экскаватор отжимаем на отвале полностью, насколько позволит отвал это сделать. Далее задираем стрелу повыше и резкими движениями, когда, соответственно, заведем экскаватор, я сейчас это покажу, продемонстрирую, надо резко стрелой вверх и вниз, небольшими движениями дергать. В этот момент, это лучше делать всегда вдвоем, одному это сделать невозможно. И в этот момент сами смотрите глазами на опорный подшипник, чтобы там не было каких-то критических люфтов. Сейчас я покажу, как это делается. В этот момент смотрим туда.
этот момент максимальная нагрузка на опорный подшипник. И если какие-то люфты там присутствуют, скрыть это будет невозможно, и вы однозначно увидите. Вот обратите, именно вот между вот этой и вот этой частью вы должны смотреть, есть ли люфт, да. То есть, ну, совсем маленький, небольшой допускается, ну, если он уже там 5 миллиметров более, ну, как бы это уже критично, лучше отказаться от покупки данной техники. Опять же, при просмотре экскаватора никогда не торопитесь. Из своей практики скажу, что бывают люди смотрят по часу, по 2, по 3 даже экскаватор. И, как правило, люди, даже совсем не понимающие в технике, находят такие косяки, ну, как бы не сказать, что сильные, но они что-то находят, то, что даже не видел я, который понимает в технике, да. Поэтому к покупке на деньги все-таки не маленькие, да, даже самый дешевый экскаватор сейчас начинается от 600 тысяч рублей, деньги немалые, поэтому никогда не торопитесь, не реагируйте на то, что продавец, как обычно, есть нечестные на руки, которые чувствуют, что пахнет жареным и сейчас что-то заметят. Всегда спокойно подходите, не суетитесь, не торопитесь, внимательно осматривайте технику, вплоть до того, что ноготочком каждый шовчик везде заглядывайте, вниз, везде смотрите. Это всегда поможет сэкономить вам ваши деньги. Да, моделей экскаваторов очень много, и в одном видео невозможно рассказать все тонкости и нюансы по каждой модели. Я рассказал вам примерно, на что надо смотреть, на какие узлы и агрегаты, что есть 4 основных узла, на которые стоит обратить внимание более подробно. В принципе, если у вас никаких раньше навыков не было, теперь вы хотя бы знаете, куда смотреть. Я надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, что оно было для вас полезно. Обязательно напишите в комментариях, у кого какие есть замечания, задавайте вопросы, обязательно постараюсь ответить вам. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, дальше будет интересней. На очереди у нас несколько роликов по технической части, по обслуживанию, по ремонту экскаваторов. За 12 лет у нас накопилось очень много опыта, поэтому мы готовы с вами делиться им. Подписывайтесь. Всем пока!